День мертвых, или Dia de los Muertos, как его называют в Мексике, праздник, посвященный памяти умерших. Проходит он сразу же после Хэллоуина, 1 и 2 ноября. По поверью, в эти дни души умерших родственников посещают мир живых. По всей стране проходят карнавалы, готовятся сладости в виде черепов и фигурок скелетов. Города украшают яркими декорациями. Я очень сильно хотела попасть на этот праздник, не знала, буду ли я в Мексике в этот момент или уже уеду. И вот, праздник наступил, а я все еще здесь, поэтому сегодня я отправляюсь в город Пуэрто-Вальярта, чтобы посмотреть, как его отмечают мексиканцы. Традиция памяти мертвых в Южной Америке уходит корнями еще в индейскую культуру. Появилась она примерно 2500–3 тысячи лет назад. Местные племена майя и ацтеков почитали смерть. Чтобы выжить, им нужно было охотиться и убивать животных, а значит, по их верованиям, смерть дарила им жизнь. В первую очередь, в День мертвых в Мексике принято ездить на кладбище, ухаживать за могилой, украшать ее цветами и зажигать свечи. Приезжают всей семьей, на месте устраивают пикники, концерты и выступления. Однако посещением кладбища праздник не заканчивается. Души усопших приходят и в дома, где они когда-то жили. Именно поэтому мексиканцы устраивают множество красочных алтарей. Ох, как мне сегодня повезло, ехала автостопом с мужчиной-гидом, расспросила его про Ривьеру Нейрит, место, где я сейчас живу, и, конечно же, про День мертвых. Он мне рассказал, что на алтарях, которые устраивают специально для умерших, обязательно должны быть ярко-оранжевые бархатцы, это чтобы умерший нашел дорогу домой, стакан воды, потому что путь из потустороннего мира, так сказать, не близкий. Дальше любимая еда, это означает то, что родственники все еще помнят этого человека, помнят, что он любил, и сладкий хлеб в обратную дорогу. Я ж тут поняла, на День мертвых все себе делают грим какой-нибудь, наряжаются в красивые костюмы, а я без всего. Так вот, пришла в магазин, сейчас попробую по-быстренькому что-нибудь найти прикольное. А вот тот самый хлеб, который кладут на алтари, по сути, это просто булочка, посыпанная сахаром. Называется пан де муэрто. Стоит 13 песос. Кстати, в Мексике уже активненько готовятся к Новому году. Все товары такие новогодние, причем недели 2 так уже, с середины октября. Короче, мне сказали, что в магазине нет никаких наклеек для лица, никакого грима, ничего. Все закончилось. В общем, у меня нет много времени, чтобы искать что-то для перевоплощения, поэтому я решила забить и просто пришла на кладбище. Очень много людей на кладбище, все что-то едят, пьют алкоголь, мне даже уже пиво предложили, смеются. Вот так вот с позитивом относятся к смерти. В каждом мексиканском регионе есть свои традиции празднования. Например, в городе Оахака на улице выходят огромные ростовые куклы, а женщины, одетые в национальные костюмы, танцуют на площадях с корзинами, наполненными цветами. Самая милая традиция проходит в штате Мичоакан. Здесь дети участвуют в танце маленьких старичков. Подростки, загримированные под стариков, медленно идут шествием по городу и в один момент начинают лихо и задорно танцевать. Ну а самое страшное празднование проходит на полуострове Юкатан. Здесь мертвецов выкапывают из могил, омывают прах и складывают его в маленькие деревянные шкатулочки. Потом эти новоявленные урны с прахом относят в специальные хранилища. Такая традиция связана с острой нехваткой земли и отсутствием на кладбище места для всех усопших. Вот там, например, вообще слушают музыку, скорее всего, ту, которую любил умерший. И ни единого человека с грустным лицом. Знаете, когда я прихожу на кладбище в России, мягко сказать, я испытываю не самые приятные чувства. Как-то дискомфортно там, что ли. Здесь же абсолютно по-другому. Чистое спокойствие. И даже не кажется, что это место такое страшное. Так, следующая локация Малекон, или по-русски говоря, набережная. Хочу посмотреть, какие здесь есть декорации. Вот первый из них. И, возможно, найду какие-то мероприятия или концерты. Смотрите, как прикольно. Но мне кажется, что вечером, конечно, это все будет выглядеть лучше. Потому что зажгутся свечки вот эти по бокам. Может быть, и застану этот момент. Боже мой, посмотрите, какую огромную декорацию Катрины сделали. Катрина, если что, это один из главных персонажей Дня мертвых. Вот так выглядят алтари, которые делают для умерших. Их очень много, и все они по-своему красивые.
Посмотрите, кто-то сделал алтарь даже для собачки. Как мило. В общем, пока что на набережной никаких мероприятий нет, они будут чуточку позже, там уже устанавливают сцены, проверяют микрофоны. Но, если честно, я оставаться здесь не хочу. Я поеду в свою любимую Саюлиту, потому что знаю, что там тоже будет что-нибудь интересненькое. Вы можете подумать, что День мертвых – это мексиканский Хэллоуин, но на самом деле это два разных праздника. Традиции празднования Хэллоуина основаны на страхе смерти, в то время как День мертвых посвящен семье, родным и близким, о которых помнят. Все несет положительные эмоции, хоть и с оттенком грусти. Также на Хэллоуине смерть – это то, чего нужно бояться. На Дне мертвых смерть – это то, что надо отметить. Сегодня ничего нет. Ну как ничего, здесь всегда движуха, но в честь Дня мертвых ничего. Все было вчера, был концерт, я там была, но не снимала, потому что думала, что сегодня опять будет, и сегодня я поснимаю, но, к сожалению, нет. Поэтому больше я вам ничего не покажу. День мертвых – невероятный праздник, но вживую он выглядит в разы ярче, чем на видео. Поэтому желаю каждому хотя бы раз в жизни на нем побывать. Спасибо за просмотр и до скорых встреч!